Все, можно начинать. И в Инстаграме уже мы начинаем. Сейчас мы чуть-чуть подождем, да? Игорь, скажете, когда мы уже будем в соцсетях? В соцсетях уже, но сейчас доделаю чуть-чуть и все. Мгм. Мы сегодня, после нашего марафона здоровья, где мы говорили абсолютно практически только о продукте, потому что это то, что беспокоит сейчас весь мир. Но он всегда беспокоила тема здоровья, но тема здоровья – это та тема, про которую нужно напоминать, как ни странно. Жизнь одна, здоровье одно единственное. Организм, как говорит у нас одна замечательный доктор, наша Ольга Владимировна, дан нам в аренду на несколько лет, десятков лет. Но для того, чтобы вспомнить, что он в аренде и что нам нужно здоровье, нам обязательно надо ткнуть. Вот обязательно напомнить, ткнуть. И вот пандемия ткнула так, что вот дальше уже и не знаю, есть куда или некуда. И мы, конечно, говорили о продукте, говорили о здоровье, а сегодня мы хотим поговорить о бизнесе. Слово такое уже замусоленное, и уже не хочется вроде его произносить, но и не знаешь, как его заменить. О деле. Давайте поговорим о деле. Давайте поговорим о деньгах. Как бы мы этого не хотели, но пока никто еще не придумал вот это вот средство обмена, кроме как деньги. И на здоровье, и на все остальное нам все равно нужны деньги. И сейчас многие люди остались без работы, многие люди сидят, размышляют, чем бы им заняться, что им нужно сделать, где заработать деньги. И многие ждут вообще, что все вернется и будет как прежде. Плохая новость в том, что как прежде не будет. Хорошая новость, что все таки вернется, но нужно как-то что-то делать по-другому. И как мы зарабатываем деньги, мы можем об этом рассказать. Как мы начинали 20 лет назад, даже больше, чем 20 лет назад. И сегодня я хочу вот тот взгляд, который, не только мой взгляд, да, но и наших лидеров. И основной лидер, один из самых ярких фигур нашей компании «Вивасан». Знаете как? Есть люди, без которых ты ощущаешь, что их нету. Вот не пришла на какое-то мероприятие, и ты понимаешь, что-то не хватает. Точно, Алёхина не хватает. И вот менеджер компании Алёхина Марина, более чем с 20-летним стажем и опытом работы, мама, бабушка, посмотрите, чтоб я так жил на такую бабушку, уже 2 внуков, да, старшему сколько? Да. Старшему 6 будет, младшей 3 было. Вот. Уже прямо вот на следующий год уже в школу пойдут, не успеют оглянуться, будут правнуки. И я хочу, чтобы Марина свой взгляд, свою историю в бизнесе «Вивасан», о том, как она зарабатывала деньги, было ли важным только деньги или было важным что-то еще. Все мы разные. Кому-то нужны деньги как много-премного, но вот ее взгляд, и она расскажет сегодня все сама. Итак, Мариночка, передаю тебе слово. Благодарю вас, приветствую всех. Ну, начну с самого главного. Буду немножко подсматривать, потому что все, что я хочу сказать, вдруг что-то умное пропущу, не хотелось бы. Самое главное, что, ну, начну с того, что поставьте, пожалуйста, плюсики вообще все те, кто меня знает. Знаете, для чего? Для того, чтобы было видно вообще, кто меня знает, и не буду ли я врать. Потому что те люди, которые меня знают, они могут подтвердить все мои слова, которые я сейчас скажу. Кто может заниматься бизнесом Вивасан? Само слово «бизнес» – это очень страшное слово для тех людей, кто вообще хочет начать бизнес, начинание бизнеса. Почему? Потому что вообще непонятно, что это, про что это. Платить налоги, не платить налоги, как это будет официально по бумагам, что нужно делать, какие документы оформлять, а вдруг у меня получится, и я буду зарабатывать много денег, и что я с этим буду делать? С большими деньгами я имею в виду. Сегодня, ну, не бывает ничего случайного. Сегодня включаю телевизор и вижу передачу
о тех счастливчиках, которые выиграли лотерею, ну, в лотерею любую там, какая была там у них, спортлото и так далее, и так далее. И показали семью, которая выиграла 1 миллион долларов. Ну, кто об этом не мечтает? Блин, хочу $1 миллион. Да вообще не вопрос. Вот они, может быть, попросили, и боженька им дала. Но итог такой, что они переехали с хрущевки в элитный дом, и в этом элитном доме они спились. Второй случай, когда человек получил $3 миллиона, и так как он был кавказской национальности, сами понимаете, люди щедрые, он все это раздал, у всех друзей, товарищей, родственников появились квартиры, машины и так далее. То есть, ну, щедрый человек, чего не поделиться. Но на следующий год оказалось, ему надо платить налог было 30% от той лотереи, которую он выиграл. Представляете, какие-то деньги. Естественно, он попал в долговую яму. Слава богу, у него там все сложилось, он все, что мог купить, и потом уже это все продал, и рассчитался, и все как бы хорошо. Но итог какой? Когда мы хотим деньги, большие деньги, желательно уже вчера, мы понимаем, что деньги – это хорошо, вот деньги. А зачем они нужны, эти деньги? Для чего? Когда получаешь большие деньги, то получаешь и вот такой печальный опыт, как вот сегодня показали по центральному телевидению. Не все, конечно. Очень маленький процент, как они сказали, людей действительно распоряжаются так, как надо, и умно, и все, и живут в достатке, и приумножают эти миллионы и так далее. Когда я говорю о деньгах, о больших деньгах, и когда вообще мы о них мечтаем, мы вообще понимаем, для чего они нужны, эти деньги? Ну, есть у тебя $1 миллион. Дальше что? А есть у тебя цель, куда ты их можешь потратить, чтобы не попасть вот в такие долговые ямы, чтобы не попасть вот в такие плачевные условия? Здесь нужно обязательно поставить цель. Цель может быть очень большая, глобальная, и для того, чтобы к ней дойти, нужны маленькие такие цели, подцели, так сказать. Когда я пришла в компанию Vivasan, я жила и была замужем. То есть больших каких-то глобальных целей и так далее. То есть муж обеспечивал, и слава богу, и как-то не задумывалась, еще молодая была, и не до того. Даже не думала о том, что может случиться так, что вдруг не станет второй половины, и кто-то, и что-то, и куда-то, с чем-то. И когда я пришла в Vivasan, я пришла просто в гости. Я даже вообще не понимала, куда я пришла. И после этого, когда я стала потихоньку, ну, сказать работать, нет, слово «работа» для меня – это вообще не про это. Как говорит наш генеральный директор Ольга Васильевна Шерешева, говорит: ты, Алехина, пожалуйста, людям-то мозги не пудри. 21 год работала. Если ты работала из этих лет, года 2 активно, то и слава богу. Все остальное время я вот задумалась и думаю, что же я делала все остальное время, если я 2 года всего работала. Ну, активно я имею в виду. Наверное, я была просто в потоке. В потоке наслаждений, в потоке тех людей, которые давали вдохновение и которые дальше шли вместе со мной бок о бок, и от которых я напитывалась. Ну, сказать, что прям вообще я не работала, нет, конечно. Были иногда такие всплески. И один из всплесков таких появилась цель. У всех цели, конечно, разные. В плане того, что у кого-то цель купить квартиру, у кого-то цель купить машину, у кого-то цель дача там, или детей поднять на ноги, особенно когда денег не хватает, а они идут в школу, а в школу нужно и одеть, и обуть, и, соответственно, окна в школе прямо вот именно в этот год нужно поставить, и собирают деньги на это. То есть вы сами понимаете. И когда у меня появилась цель, то есть дом у меня был, семья у меня был и есть, муж у меня был и есть, дети, все это было, и шубы, и машины, все это было. Но в советское время и в перестройку не было
путешествий. И вот тогда, когда я пришла в 2000 году, уже и перестройка как бы шла, и все это устаканивалось, скажем так. И в свое время я ездила за границу, но ездила в Польшу, в Чехию для того, чтобы тоже, как сказать, чтобы поддержать штаны, нет. Как мне муж сказал, ну, съезди, поразвлекайся. Хочется побыть челночником, ну, съезди. Попробуй, как это быть. И вот когда появилась эта цель у меня, когда в Вивасане объявили конкурс «Поездка в Австрию». То есть это практически как в гости к президенту компании Томасу Гетфриду, съездить в гости в Австрию. И были поставлены условия, естественно, не просто так, кто захотел, тот и поехал. За 9 месяцев нужно было сделать определенный товарооборот, определенные условия и так далее. И я и наши коллеги, мои коллеги сказали, кто придумал эти условия, это вообще нереально сделать. За 9 месяцев это вообще нереально. И все как-то лапки опустили. Но так как я человек подъем, то есть я очень быстрая на подъем, мне вообще нравится движение, путешествия, я люблю все это. Я вообще не зациклена на том, чтобы сидеть дома. И еще небольшое отступление такое сделаю. Почему именно Вивасан? Потому что я поняла, что я человек свободы. Я не могу работать в рамках, я не могу работать от звонка до звонка. И это было для меня самой лучшей находкой для работы. Потому что я свободна. Я открыла ИП, я плачу налоги, я плачу в пенсионный фонд. Не знаю, правда, пенсия, когда там, привет, пенсия, когда она теперь будет, для меня лично. И я получаю, получается, как бы белую зарплату, и у меня все по документам хорошо. То есть, как бы, почему все это свобода? Свобода везде. То есть я сама себе хозяйка. Когда я захотела, тогда я пошла на работу. Я отвечаю на звонки. Когда я захотела, встречаюсь с людьми. Когда не захотела, не встречаюсь. Так вот, Австрия. Когда за 9 месяцев нам сказали сделать условия, были нереальны. Но так как мне очень захотелось в Австрию, я пришла и сказала, что я поеду в Австрию. Но оставался, ребята, месяц. И что вы думаете? Я за месяц сделала то, что за 9 месяцев якобы сделать было нереально. К чему я все это говорю? Не к тому, что я такая молодец, а к тому, что есть цель. И заметьте, цель была не деньги, а именно поездка. А так как я начала работать, а так как я начала регистрировать людей, так как я начала продавать, естественно, они деньги сами по себе подтянулись потом. Сейчас посмотрю в бумажку, что я тут еще хотела сказать. Ну, а я тут пока показываю твои картинки кое-какие, то, что мы набросали, так слегка, но все-таки набросали. Путешествия. Картинки, к сожалению, да, нашли мы мало, но тем не менее, но пока они достойны, да. Так вот, для того, чтобы потом деньги подтянулись, естественно, что я сделала? Я подняла 5-ю точку и пошла что-то делать. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто считает, что Вивасан – это дорого, это дорогой продукт, он не для всех. Вот поставьте, пожалуйста, эти плюсики. И поставьте плюсики те, кто считает, что с Вивасаном нельзя сделать бизнес. Спасибо большое за плюсики, за минусики. Другой конкурс, который меня привел в Швейцарию, это был конкурс, который сделали всего 5 человек. Нет, вру, в Австрию было 5 человек.
Мгм. А в Швейцарию сделало много людей, и они действительно поехали. Когда мы приехали в Швейцарию, для чего мы туда приехали? Президент компании Томас Гетфрид нас пригласил, как говорится, воочию посмотреть, где же все-таки делается продукция Вивасан и почему она такая, почему-то дорогая. Так вот, когда мы приехали на эти заводы, посмотрели, один из заводов Джельпель меня просто восхитил. И восхитил, знаете, чем? Ну, во-первых, во все заводы, в которые мы заходили, нужно было обязательно переодеться. Вот сейчас вы видите фотографию, как мы были одеты. Практически как в хирургический блок мы заходили. При этом обязательно, чтобы голос был закрыт, все золото, бриллианты, сапфиры, бирюзу мы снимали, все украшения для того, чтобы они, ну, вдруг каким-то образом не попали в продукцию. Так вот, один из заводов Джельпель, который делал капсулы, и нам показали, как работает станок. В течение дня, рабочего дня, этот станок несколько раз останавливают. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, насколько внутри, вот видите по фотографии, закрывается капсула. Вот внутри находится активное вещество, такое желеобразное, или там оно по-разному бывает, жидкое, и оно закрывается капсулой. Капсула, естественно, спаивается и дальше идет в процесс. Так вот, в течение дня останавливают несколько раз. Для чего? Для того, чтобы взять на контроль определенную партию. Берется вот эта капсулка и взвешивается на весах. Но здесь понятно, если, например, пошел брак, и капсула пустая, то она не будет весить того веса, который должен, который был заявлен. Но потом, что произошло? Мои глаза просто через лоб переползли на затылок. Почему? Потому что эту капсулу взяли и положили под микроскоп. Как вы думаете, что там можно увидеть под микроскопом? Микробы? Да откуда они там? Они смотрят вот этот шов спайки. То есть, когда спаивается капсула, не должно быть никаких дырочек. И если такой брак возникает, ну вдруг, по какой-то причине, то, соответственно, вся партия выбрасывается. Можете себе представить? После того, как вот это ты видишь, и это был не показательный номер для нас, для приезжих, которые приехали тетки из России, и сейчас мы вам фокус покажем, сейчас мы под микроскопом, вам тут все. Нет, это идет процесс, настоящий процесс изготовления. То есть они делают это так всегда, не потому что мы приехали. Представьте себе, какое качество. И тогда ты уже сам себе задаешь вопрос, действительно ли это дорого? Так Швейцария вообще никогда не была дешевой страной. Даже при царской России туда ездили только царские особы и люди с очень богатым кошельком, с большим кошельком, для того, чтобы поправить свое здоровье, санатории, там всевозможные посетить и так далее. Вы же понимаете, что Швейцария не может быть дешевой. И тогда и мы это поняли, потому что мы реально увидели это все своими глазами. Как это все происходит. Кстати, вот в центре этой фотографии это наш президент Томас Гетфрид. Да, Вот, да. кто Он нам был вместе показывает. с нами, он тоже выполнял все условия, вернее, все предписания, которые нужно было. И хочу сказать, что кроме шапочек вот этих и халатиков, одевались, естественно, бахилы. Вспомните, как мы ходим в поликлинике, да, когда нас просят обуть бахилы. Мы обуваем бахилы, идем, и потом мы вспоминаем, что, ё-моё, документы-то я в машине забыл. И в этих бахилах, ну, чтобы 2 раза не разуваться, не наклоняться, мы идем в машину, берем документы, и в этих бахилах возвращаемся к доктору. Так вот там шлюзовая идет обстановка. То есть для того, чтобы зайти не то что на производство, а на сам завод,
нужно обязательно сделать определенные манипуляции, вплоть до того, что, ну, сейчас мы это понимаем, обработать руки спиртом. Ну, как я и уже говорила, практически как в операционный блок заходишь. Итак, все мы выяснили по поводу дорого-дешево. Я хочу сказать еще про ощущение. То, что понятно, дорого-дешево, это все ясно. Швейцария, качество. Интернет вам в помощь, ребята. Посмотрите, что такое сертификация GMP и ISO. Это две сертификации, которые имеет наш продукт. То есть это высшая категория. Просто так вот нельзя выпустить этот продукт, тем более к нам, на российский рынок. Многие думают, что вообще, наверное, все-таки выпускают несколько продуктов. Одни идут для России, другие для Европы, ну, типа как третий мир. Нет, ребята, все делается один и тот же товар для всего мира. Для России, для Европы, для Азии. Это один единый товар. И он поставляется во весь мир одинаковый. Мариночка, расскажи Да. вот про эту фотографию. Вот это владельцы тех заводов, которые поставляют нам продукцию. Ну, видите, Маринка не может просто так, здесь можно было вот, и они все довольны при этом, да? Это владельцы компаний, владельцы и производители. Вот это Томас Эриксон с правой стороны, прямо за Мариной наш президент Томас Гётрид. Рядом с ним Сильвио Фриголи, это человек, который поставляет нам эфирные масла и все, что связано с эфирными маслами. Рядышком держит за руку Роберт Барстронг, самый веселый человек, один из самых веселых юмористов. Он работает на Жельтель и компания Доктор Дюнер. И вот рядом с ним это человек, который занимается дизайном, разработкой и дизайном нашей продукции. Это конференции, они были где-то раз в 2 года, сначала были еще чаще, раз в 2 года. Обычно они проходили или в Турции, или в Румынии, или в Вене, в Швейцарии, конечно, мы их видели. И все абсолютно могли задать любой вопрос. Или сказать, что нам не нравится наклеечка, например. Вот так. Но еще хочу добавить по поводу, знаете, вы себя начинаете ощущать по-другому. Ну, как-то поднимается твоя статусность сам в себе, то есть ты сам с собой молодец. И, конечно, в глазах клиентов или партнеров поднимаешь ты эту ступень статусности. Почему? Потому что помимо того, что ты продаешь качественный товар, ты еще сам покупаешь и, мало того, еще сам пользуешься этим товаром. И когда человек, клиент видит, что ты действительно пользуешься сам и что ты предлагаешь не просто для того, чтобы продать, конечно, это большого стоит. Хочу сказать, что благодаря Vivasan я посетила очень много стран. Мне в этом году было 50 лет. И когда я готовилась к своему юбилею, я делала для себя фильм, ну, чтобы показать родственникам, друзьям, коллегам и так далее. И вы знаете, я проанализировала свою 50-летнюю жизнь, что я в этой жизни сделала. А оказалось, что в эти 50 лет, 21 год входит компания Vivasan в мою жизнь. То есть практически, ну, если не считать тех детских годиков, то практически большая часть моей жизни – это Vivasan. И благодаря Vivasan я посетила, я прям посчитала, может быть, конечно, я и пропустила какие-то страны, я посетила 27 стран мира, где я имею тоже определенных людей, товарищей, приятелей и так далее. 17 морей, и в том числе океанов, омывали мне ноги. Представьте себе, что столько много проехать, и это все равно, это благодаря Vivasan. Конечно, многие скажут, что ой, да ладно, мы тоже много путешествуем, и
сами можем поехать куда угодно, да не вопрос, я вообще даже не спорю с этим, можно поехать, можно вообще даже ездить, путешествовать по Воронежской области и вообще по той области, где вы живете. Это тоже будет путешествие. Вопрос в другом. Вопрос в том, что ты едешь со своими единомышленниками, что ты встречаешься со всем миром, не только географически, но и с миром Вивасан, с теми людьми, с которыми ты знаком, дружишь. Я иногда даже многих и не знаю, но меня знают все. И это чертовски радует. Вы знаете, прям вот приятно, если честно. Потому что ты человек слышал о тебе, и он знает о тебе. И это прям приятно. А когда на семинарах в Турции, а в Турции вообще мы бываем практически как у себя на даче, ну, в хорошее время сейчас, если не брать нашу ситуацию, которая сложилась в мире. Мы в Турцию ездили по 2-3 раза в год, ну, практически как на дачу к себе. Представьте, как это классно, и когда на семинаре в Турции весь зал встает и аплодирует тебе, Воронежу, как отдельной стране. Почему? Потому что товарооборот делался такой, что некоторые страны даже не дотягивали. Приятно же? Ну, признайтесь, поставьте плюсики. Пусть будет нас много таких приятных. Итак, поехали дальше. Вот народ спрашивает, про что речь-то? Речь про деньги, Юрий спрашивает, да? Ну, всем привет, кто нас видит сейчас. Вопрос вот один единственный по сути. Речь про нашу жизнь в бизнесе, речь про компанию Vivasan, в которой мы уже находимся более 20 лет, компании в этом году будет 25 лет. И мы приглашаем вас в эту компанию, поскольку продукт, о котором Марина рассказывает, это Швейцария, продукт, который мы видели, как он производится, что делается, вот каким образом мы получаем его. Получаем мы уже его из Швейцарии, и мы знаем этот продукт, и мы видели, как его производят, и мы знакомы с владельцами компании. И на сегодняшний день продукт, который будет самым востребованным. И не просто какой попало, а востребован будет самый лучший товар. Выбирают сейчас по цене и ценности, то есть качество выбирается. И если этот товар предлагать в компании, то ты получаешь еще и вознаграждение. И правильно Марина говорит, можно, когда на тебя могут обрушиться огромные деньги, и человек с ними не справился, но если есть цель, это те доказательства, которые вот за эти годы, что было сделано. Сделано было много и много получено. Вот мы про это. И потом мы немножко скажем, сейчас Марина закончит, мы скажем, как к нам прийти и насколько, в общем, за ручку вас проводит компания по всем шагам. Марина, извини. Просто... Ничего, да. Я просто хочу добавить к тому, что и все-таки чем же занимается компания Vivasan? По большому счету мы даем просто информацию людям. То есть мы не втюхиваем, не впариваем, ни в коем разе. Если вы хотите человеку помочь, вы просто подойдите и дайте ему информацию. Если у человека есть проблемы со здоровьем, дайте информацию, а он для себя решит, надо ему это или нет. Если ему это не надо, ну, это его выбор. Но вы сделали это, вы дали ему информацию. И опять же, если вы не знаете вообще, с чего начать, вообще компания Vivasan это сказочный бизнес, и это не громкие слова. Почему? Потому что, когда вы идете в традиционный бизнес, вам обязательно, ну, с документами это понятно, и смотря, что вы продаете. Продаете вы информацию или товар, в любом случае это нужно каким-то образом товар, естественно, купить, информацию как-то обработать. Так вот, компания Vivasan представляет, вам никуда не надо идти ничего закупать. Все это есть, весь товар в офисе. Офисов по всему миру очень много.
Помимо всего прочего, в каждом городе иногда бывает по 2, по 3 офиса. Если если вам по какой-то причине там территориально не подходит один офис, езжайте в другой. Документация, то есть административно все это поддерживается. Есть литература, есть документация, есть сертификаты, есть сайт, есть врачи, есть литература. То есть все есть для того, чтобы начать работать на себя. И в свободное время, так, как тебе хочется, а не так, как надо. И хочу еще один задать вопрос. Тоже поставьте плюсики те люди, которые получают благодарность или просто слово «спасибо» просто так, от чужих людей, не считая своих родственников, ни теть, ни мам, ни бабушек. А вот когда вам последний раз говорили чужие люди «спасибо»? Вот в компании Vivasan практически каждый день слышишь эту благодарность за то, что ты помог паре, которая не имела детей, и врачи сказали страшный диагноз бесплодия, а ты помогаешь, и у них появляется лялик. И этой благодарности нет предела. И тогда, когда ты своей маме покупаешь продукцию Vivasan, и когда ты спасаешь ее от операции, когда предлагают удалить грудь, когда детям своим ты даешь образование, но не то, какое образование имеется в виду в нашем смысле, а именно здоровье, как правильно быть здоровым, образование в здоровье. Не знаю, как бы понятно сказала или нет. То есть ребенок знает, как быть здоровым благодаря компании Vivasan. И он не знает, что такое антибиотики. И тогда ты задаешь сам себе вопрос: Vivasan бизнес – это только деньги? Это не только деньги. Это, наверное, многое другое. Намного, это другое в плане души, в плане помощи людям, в плане том, что ты помогаешь людям, и от этого хорошо, и тебе, и людям. И помимо того, что ты помогаешь, ты, естественно, получаешь удовольствие, ты получаешь деньги. Но, поверьте, деньги приходят сами по себе. Как только вы даете добро, когда вы даете людям ту возможность, которую знаете вы, поверьте, это стоит больше, чем деньги. Ну, наверное, все сказала. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Ау. Мариночка, вот здесь вопрос. У вас в компании деньги платят со всей структуры или есть ограничения? Со всей структуры, конечно, за весь товарооборот. Наверное, пишет сетевик какой-то. Хочу сказать еще, да, если задан такой вопрос, возможно, это кто-то из сетевиков, может быть, кто-то работал где-то когда-то. Хочу сказать, что маркетинг-план построен так, что здесь, во-первых, никто ни на кого не работает. Здесь сделано так, что вы сколько заработали, сколько наработали, столько и получили. И зарплата получается получаешь ежемесячно. То есть у нас не накопительный маркетинг. Многие думают, что накопительный маркетинг – это хорошо. На самом деле, сколько нужно копить, чтобы получить? А я хочу уже вчера. Соответственно, я месяц отработал, как на заводе. Будьте любезны, заплатите. Вот месяц у нас отработал и сразу получил зарплату.
У меня есть Почему? замечательно, тут вопрос был, Марин, со всей ли структуры? Практически со всей, практически со всех линий. Там есть кое-какие нюансы, но нюансы в том, что если у тебя в одной линии много-много лидеров, которые бонусы получают, но за 25 лет таких лидеров, во-первых, ну, может быть, единицы, и то это все равно там идет компрессия. То есть практически получается, что ты получаешь со всей структуры. Даже если у тебя много менеджеров, уменьшается немножко процент, но практически со всего объема ты получаешь. Это очень хороший вопрос, потому что я пришла в Vivasan уже из другой компании, и этот вопрос меня просто очень интересовал. Это очень важный вопрос. Там вообще в маркетинге, может быть, мы сделаем когда-нибудь прямой эфир для сетевиков. Потому что те фишки и плюшки, которые есть в нашем маркетинг-плане, некоторые сетевики не понимают вообще. Нас иногда просто люди спрашивают, как это может быть, что у вас 2 раза за одно и то же действие платят деньги. У нас это есть. Для продавцов у нас шикарные условия для продавцов. Кроме того, что продажа продукта, ну, дает 30% торговой прибыли, это понятно. У кого-то даже больше бывает и 40% и так далее. Но за этот объем при определенных условиях мы еще плюс к нему столько же, сколько около 30% при объеме там, ну, недостаточно, не очень большом, получаем еще столько же от компании в виде объемных скидок, как мы их называем, ну, в виде бонусов, вознаграждения. Для продавцов здесь условия, ну, во всяком случае, я не знаю, чтобы компания выплачивала такие вознаграждения, бонусы, помимо торговой прибыли. То есть, ну, продал, получил торговую прибыль. Все понятно, это везде так есть. Но чтобы еще вот столько бонусов, почти 30% платили, от 20 до 30% человек может получить помимо торговой прибыли. Это вот для продавцов. Что касается структуры, по структуре, ну, мы называем структуры, то есть это люди, которых мы приглашаем. И вот здесь я хотела бы коснуться вот что. Скажите, пожалуйста, когда вы размышляете, куда пойти работать, чем заняться, что останавливает? Вот крайне буду благодарна, да, я думаю, все заинтересованы в этом. Ответьте, что останавливает, что мы боимся больше всего? Это нормально, это естественно. Незнакомое дело, незнакомые какие-то условия. Мы опасаемся, а вдруг. Вот чего больше всего мы боимся? Напишите хоть кто-нибудь. Я еще добавлю, увидела вопрос, хочу ответить. Можно ли строить международный бизнес? Да, конечно, по всему миру, как я уже и говорила, есть у нас офисы, есть филиалы, где можно строить бизнес. И я так понимаю, что лично мне вопрос был задан, сколько человек в моей структуре. В моей структуре 8343 человека. И это люди, этих людей привела не я лично. Я лично могу привести, ну, дело в том, что за 20 лет практически там каждые 3 года чистится компьютер, да, и ты можешь вообще привести 2 человека, а эти 2 приведут сотни. Но это не Но всем так везет, Марина. не всем так везет, да, согласна. У Это каждого признано. своя, как я говорю, карма. Поэтому кто что в прошлой жизни накосячил, то и получил. Вот смотри, тут еще вопрос. Закупки есть и какая сумма? Я понимаю, если я правильно понимаю, речь идет об обязательной закупке. Нет, у нас нет обязательной закупки для получения объемной скидки, вот такой, да, основной нашей зарплаты. Нет. Там есть маленькая закупка, если ты хочешь дополнительную премию получить. Но эта премия где-то процентов, ну, от 15% от общего вознаграждения. Но обязательных закупок у нас нет. И это еще один огромный плюс, если ответила. И Так. хочу добавить, ежемесячных закупок тоже нет. То есть каждый месяц покупать не надо. Вы пришли,
вы зарегистрировались, купили 5 наименований, любых абсолютно из списка, получили дисконтную карту и можете в следующий раз прийти через полгода, через год, в зависимости от того, насколько будет часто чиститься компьютер. Но об этом вас оповестят. Поэтому ежемесячных закупок делать не нужно. Каждый месяц ходить и гнать по $300 не нужно. Пришел, надо, купил. Больше, да. Не пришел, не надо, не купил. Вы же Ну, шубы покупаете не каждый день. Нет. Марин, ты ответила про международный бизнес, да? То есть да, у нас компания, официальные представительства более чем в 30 странах. На английском, немецком, русском и на том языке, в какой стране это находится, представительство, там есть и каталоги, и справочники. И сейчас можно свободно, спокойно вести бизнес через интернет. У нас есть и центральный интернет-магазин, у нас есть интернет-магазины, ну, такие местечковые, скажем так, со своими условиями. И сейчас можно работать еще и регистрировать людей. Просто представьте, что с кем-то вы списались, зарегистрировали человека, и этот человек на другом краю света начинает развивать структуру. Что ему в помощь? Игорь сейчас несколько слов расскажет, потому что если говорить о том, как вступить в бизнес, то, если уже говорить об этом, во-первых, есть ли смысл? Вот сейчас я смотрю ответы, которые пошли, чего мы боимся, когда приходим в какое-то новое дело. Мы боимся потерять деньги, да? Да, правильно. Но здесь нет вложений денег. Для того, чтобы заниматься бизнесом, вас никто не заставит, или быть просто клиентом, нужно купить 5 любых наименований. Сумма может быть 3000, может быть 10 000 начальная сумма, но мы обычно говорим, ребят, не надо больше, потому что там уже пойдет скидка. Это весь риск. Это все равно, что сходить в магазин и купить там хлебушка, молока, ну все, что тебе нужно. Ты берешь 5 наименований, которые пользуешься сам для себя, и эта дисконтная карта дает тебе право быть клиентом, чуть-чуть зарабатывать на продаже, быть дистрибьютором, кого-то подписать или заниматься международным бизнесом. Все. Здесь нет обязательных закупок, о котором был вопрос очень хороший, чтобы ты боялся все время, ой, меня сейчас вышибут, мне надо что-то вложить деньги. Нету этого. Ты можешь строить, не боясь того, что ты практически со всей структуры получишь деньги. И ты начинаешь свой бизнес тогда, когда тебе удобно. Так, еще какой-то был страхи, да? Страхи юридического характера, насколько это легально. Когда мы просто приходим как клиенты, мы покупаем продукцию. Извините, это легально, мы идем в магазин и покупаем. Если мы начинаем заниматься бизнесом, мы просто открываем индивидуальное предпринимательство, и все абсолютно налоги и все правила налоговые мы выполняем. А что это значит? А это значит, ты законопослушный гражданин, и тебе начисление там пенсию, господи, прости меня грешную, будет она, когда скоро, видимо, не будет никакой. Ну, во всяком случае, пока еще мы верим в это. Это условия наследования, Марина сказала уже об этом, мы можем передавать по наследству этот бизнес. И много вот этих вот вещей юридических, которых мы выполняем. Так, какие еще там страхи бывают? Кто научит? Ага, очень хороший вопрос, спасибо. Кто научит? Значит, смотрите, великолепный вопрос. Это то, о чем прям вот в первую очередь. Потому что мы все приходим откуда-то. Я, например, от рояля. Кто-то инженер, кто-то учитель, воспитатель, врачи, биохимики. В общем, приходим отовсюду. И, естественно, это новое дело. Так вот, первый шаг – это посмотреть, нужен ли мне этот продукт, и купить этот продукт, взять 5 наименований. Мы сегодня покажем вам тот адрес, по которому можно зарегистрироваться. Кстати, не забудьте ставить нам лайки, делиться нашим эфиром, может, кому-то это понадобится. Дальше вы попадаете, во-первых, у вас всегда есть главный помощник, человек, который вас подписал. У нас это называется спонсором, информационным спонсором.
Дальше, кроме его богатого опыта и знаний, это еще обучающая платформа. Сейчас Игорь покажет, как туда попасть. Обучающей платформе у нас огромное количество роликов и предложений, которые могут, так сказать, помочь в продвижении бизнеса. Там же прямые эфиры, там же у нас еще... Вот сейчас Игорь как раз это показывает. Ну, Игорь, подключайтесь, объясняйте нам тогда. Пока Игорь подключается, можно еще добавлю для тех людей, которые, может быть, сомневаются, и кто вообще. Я по первому образованию швея, по второму я тренер, преподаватель по легкой атлетике. Перестройка, сами понимаете, кому они нужны были тогда тренера и преподаватели, и, соответственно, с такой мизерной зарплатой. Третье образование – бухгалтер-аудитор. Казалось бы, да, конечно, бухгалтер – это вообще хорошего бухгалтера попробуй найди, особенно с теми деньгами, которые можно увести из компании. Но это шутка. По темпераменту бухгалтерия для меня вообще никак. Ну, закончила, потому что экономическая звучала более престижно, чем физкультурный институт. Соответственно, здесь еще обучиться можно всему и всем, и каждому, и каждый из нас, независимо от кого вы пришли, поможет вам с вопросом, ответит на любой вопрос и обучит и так далее. То есть вы не бойтесь того, что вы придете и будете стоять один-одиношенько, как топли плющихи, и никому вы не нужны будете. Хочу сказать про свои хитрости, как я зарегистрировалась в компанию Vivasan. Я рассказываю это всем и всегда, но сейчас, может быть, это более актуально, потому что у людей не столько много денег, да, но у меня это пришло вот само собой. Ну, видно, чуйка предпринимательская есть. 5 наименований. Когда вы захотите что-либо купить и уже зарегистрироваться, эти 5 наименований, ну, хочется вам все и себе. Но вы попробуйте эти наименования предложить своим друзьям, товарищам, близким. Один купит у вас одно, другой другое, третий третье и так далее. И в дальнейшем вы соберете 5 продуктов. Вы придете и сами на них зарегистрируетесь. 0 копеек денег вы вложите, 0. Но при этом вы уже будете иметь потенциальных покупателей в дальнейшем, потому что эти 5 человек, они уже попробуют продукцию Vivasan. И в дальнейшем они придут и спросят, как это можно приобрести и где это можно купить. И тогда вы выходите царь королю и кум министру и говорите: ребята, а я уже зарегистрирован, могу вот тоже вас зарегистрировать. Вот 5 наименований вы покупаете, и все в шоколаде. Это вот такая была моя хитрость, и я зарегистрировалась на 5 наименованиях. Спасибо большое Ольге Васильевне, которая просто мне их выдала и сказала: иди продавай. И когда я сказала: а что это? Она говорит: почитаешь. И после того, как я почитала, и нашлись, вы не представляете, люди, которым это понадобилось, и я это все продала, и вступила в компанию Vivasan. Люблю вас, не сомневайтесь. Спасибо, Марин. Игорь, теперь покажите, да, вот этот вопрос. Есть ли у вас система обучения, как она действует? Вот еще один вопрос пришел. Да. Итак, вы получаете дисконтную карту, выбираете себе 5 продуктов, естественно, консультации, естественно, все вопросы, которые у вас будут, ответят спонсоры, и попадаете к нам на площадку, поскольку сейчас идет вся работа в основном здесь, да, в интернете. Игорь, звучать будете? Ну, если надо, я могу озвучить. Так как у нас сегодня встреча по бизнесу, наверное, основной вопрос, который волнует людей, которых зовут в бизнес: получится ли у меня зарабатывать деньги, научат ли меня этому делать. Конечно, здесь, как сказала Марина, в первую очередь повезет или не повезет вам спонсорам, который вас всему будет учить. Конечно, все зависит от вас, но сейчас мы сделали очень такого хорошего помощника, потому что большинство людей сейчас приходит из интернета. Мы сделали именно обучающую платформу, которая у нас работает 24 часа, 7 часов в неделю, на которой собрали
в очень понятном формате коротких видеоуроков информацию и о продукции компании, и о бизнесе, о маркетинг-плане. Все это собрано в виде вот такого вот тренинга, который называется «Знакомьтесь с международной компанией Vivasan». Он абсолютно открыт. Заходите, регистрация бесплатна, изучайте, знакомьтесь. А дальше у нас уже идут уроки, которые основываются на уроках нашего президента, то есть человека, которому доверяет вся компания. И мы выстроили уже такую практическую реализацию схемы привлечения людей в бизнес. Вот на страничке, посвященной нашей обучающей платформе, вы можете посмотреть, как работает этот бизнес, как работает эта система. Все очень просто. Работает она базируется на презентациях, которые мы проводим. Вот сейчас вы смотрите презентацию бизнеса с компанией Vivasan, смотрите ее на вебинарном сайте. Я вам сейчас вот показываю еще один наш ресурс. Это наш вебинарный сайт, где проходят наши прямые эфиры. Доступ к этому сайту получает каждый по своей ссылочке. И приглашая на этот сайт людей, вы можете получать анкеты, то есть людей, которые заинтересовались либо продукцией, либо бизнесом, заполнив вот такую вот форму, которая расположена под окошечком видео на этом вебинарном сайте. Кроме этих двух ресурсов, которые мы сделали уже достаточно давно и пользуемся ими, сейчас у нас создан интернет-магазин с партнерской программой, информационный портал, на котором мы выложим подробно информацию о каждом нашем товаре, который мы предлагаем, чтобы это было понятно всем, не только людям, которые пользуются уже этой продукцией. И, конечно, сделаем работу с этим магазином интересным, то есть интересной с точки зрения выгоды. То есть каждый, кто будет рекламировать наш интернет-магазин, будет получать партнерское вознаграждение, о чем подробно рассказано в отдельном разделе, который так и называется «Партнерская программа». У нас еще достаточно много ресурсов, которые мы создаем, и, наверное, еще будем создавать. Все они собраны на нашем сайте с очень коротким и простым названием. Это ЗКБВ, здоровье, красота, благополучие. Вот этот адрес, 4 буковки. Зайдя на этот сайт, я вам сейчас показываю, как он выглядит, вы можете и подписаться на наши новости, получать информацию о наших мероприятиях, перейти вот на страничку нашей обучающей платформы, почитать подробнее, чему и как мы собираемся вас учить. Пожалуйста, можете перейти на страничку наших прямых эфиров, вот на эту вот страничечку. И можете ознакомиться с нашим замечательным прибором BioPulsar, посмотреть такой короткий, но очень емкий видеоролик о этом замечательном приборе, и также перейти в наш интернет-магазин, который мы сейчас активно создаем, наполняем и будем развивать. То есть все, что нужно для того, чтобы выстроить бизнес с компанией в интернет-пространстве, у нас есть. У нас есть и система привлечения, и система обучения, и продажи через интернет. Приходите, учитесь, пользуйтесь ресурсами, обращайтесь за помощью. Вам всегда помогут минимум 2 человека. Пригласивший вас человек и, конечно, техподдержка, которой я и являюсь. Вот вроде все. Спасибо большое. Это был у нас Игорь Черноусов, наш технический директор, наш технический бог, потому что здесь мы только-только начинаем учиться. И вопросы, есть еще вопросы? Игорь, посмотрите, пожалуйста, в соцсетях. Таня Панарина, Да, если здесь, посмотри, пожалуйста. Потому что здесь у меня уже все. И, к сожалению, из соцсетей я не вижу, кто задает этот вопрос, потому что вот есть, например, iPhone 4s или там чего-то такое, white чего-то такое дальше из этих вот самых. тут люди пишут, работать готово, а люди не идут. Здесь тоже есть свои секреты, которые мы готовы рассказать. Здесь есть очень простые такие вещи, когда люди не идут. Здесь есть очень два пункта основных. Первое. Я не уверена в продукции
я сама еще не знаю, что это, и говорю это, ну, как бы, я не знаю, что это такое, но ты приходи. И, конечно, люди как бы смотрят и говорят, не знаю, про что ты говоришь, если сам не уверен, чего я туда пойду. А второй якорь, да, вторая помеха такая мощная, когда, наоборот, человек очень хорошо знает продукцию, ему это помогло, у него прекрасные результаты, и он изо всех сил хочет помочь, но давит так, передавливает на человека так, что тому хочется просто отбиться от себя, потому что, ну, что-то страшноватое. Здесь Марина очень четко сказала, здесь нужно просто рассказать. Потому что первый момент – это я ничего не решила, ну, я попробую, но не знаю, что у меня из этого получится. А второй вариант – это как раз то самое втюхивание, впаривание, которого как боятся. Потому что, кстати, вот тоже была такая, когда были написаны, чего мы боимся, там был такой вопрос, я его пролистала, сейчас я вспомню, хотя, может быть, не буквально вспомню. Такой вопрос, когда боимся выглядеть вот этими вот челноками, которые втюхивают и впаривают. И действительно, очень плохую службу сослужили те люди в компаниях сетевых, которые буквально накидываются на него, на тебя и начинают вот втюхивать, впаривать. Больше по-другому этого, ну, никак, вот другого слова даже не назовешь. И в нашей компании все начинается с головы. И то, как работает с нами Томас Гетфрид, а все-таки как работает президент, настолько же интеллигентно работают и сотрудники, все дистрибьюторы. Здесь наша задача рассказать. Рассказал достойно, потому что если ты знаешь продукт, ты достойно расскажешь. Человеку понравилось, он начинает задавать вопросы. Пусть он дальше думает. Человеку не нравится или он вообще не хочет этого, у него другие планы, колеса купить, дочку замуж выдать. Он говорит, нет, денег на это нет, и все. Тут и все. Здесь не надо никого убеждать, уталкивать, бегать по улицам и вылавливать людей. Здесь все достаточно просто, аккуратно и интеллигентно. А то, что сейчас эра интернет-пространства, она дает колоссальные возможности. Другое дело, что этому надо учиться, и мы этому учимся, и пытаемся вот на нашей платформе обучающей поделиться всем своим опытом и знаниями. Поэтому, ребят, платформа обучающая есть, люди с опытом, знающие продукт и маркетинг-план есть. Компания абсолютно легальная уже на протяжении 25 лет. В компании ни разу, что бы ни было, ни в стране, ни в мире, не задерживаются. Вот все, кто здесь сейчас находится, уважаемые лидеры, все, кто сейчас присутствует в соцсетях и как-то связан с Вивасан, ни разу за все эти 25 лет Томас Гетфрид не задерживал комиссионное вознаграждение. Никогда. Покажите мне еще хоть одну компанию, где хоть каких-то срывов не были. Кстати, мы бы поняли, наверное, если бы была задержка, но ее просто не было никогда. И нужно для этого все очень просто. Набрать сейчас или написать человеку, который вас пригласил, и сказать, давай, расскажи-ка мне поподробнее, что я должен делать. А первое действие – это выбрать 5 нужных тебе продуктов, которые откроют, возможно, тебе совершенно другую жизнь. Сколько можно заработать? Вот тут спрашивают, сколько можно заработать. У нас, ну, сейчас, на сегодняшний день, я не знаю, чеков по 2 миллиона, по миллиону долларов. И вообще, если посчитать в компании, такие чеки бывают, наверное, только, ну, не чеки, наверное, а только у владельца компании, то не всегда. Потому что если вы продаете не Rolls-Royce, или какие-то там, не знаю, еще безумные автомобили там, или какие-то недвижимость какую-то, то таких чеков быть не может. Но у VIP-персон до 60-70 тысяч евро чек 1 месяц, они даже на сегодняшний день есть, были больше. Сколько можно заработать, если ты придешь? Если ты продавец, или ты просто приглашаешь структуру и работаешь ежедневно, то где-то, начиная за 1 месяц, ты можешь заработать от 200 до
500 франков. Это где-то от, сколько это получается, ну, где-то от 15 до 40 тысяч рублей. Можно и больше. За месяц можно и больше, смотря как работать и как нужны деньги. Я имею в виду продавцов. Вот здесь вот быстрые деньги, потому что это, конечно, продажа. Если мы регистрируем людей, то где-то в первый месяц 10-15 тысяч продукции, которую ты либо берешь себе, либо тоже, там все равно получается немножко продавать. И вот так начинаешь двигаться. У нас есть великолепная система, которую назвал Томас Гетфрид бизнес-группы. Это простейшая схема, которую можно даже маркетинг не рассказывать. Ты приглашаешь 3 человек, и эти 3 человека приглашают также людей. Да, эта схема так вот как бы вот этими тройками. И так ежемесячно. Первый месяц это где-то 10-12, всего 3 человек. В следующий месяц, если ты повторяешь, и эти люди повторяют, это уже около 20 тысяч, ну и так далее. Вот по этой схеме вообще просто работать. Ты даже не задумываешься о том, какой маркетинг, что там от чего. Там просто, знаете, как получается. Сначала человек начинает строить бизнес-группу, потому что это легко и просто объясняется. Вот, ты привел 3 человек, заработал 12 тысяч рублей. В следующем месяце ты привел, и вот это передается. Но проходит 2-3 месяца, говорит: тихо, а ну покажите мне, как еще можно, а где еще какие-то точки, на которых можно заработать. Ну и тогда уже человек начинает принимать решения. О рисках их нет. Нет риска. Вы рискуете только своим временем, потому что либо тебе нравится, либо не нравится. Ну, извините, пошел в кино, кто-то посоветовал. Пришел, потратил 2 часа, не понравилось, потерял время. 2 часа пока там сидел, и час или больше туда и обратно приехал. Ну да, потерял немного времени. Потерял ли ты деньги, если ты знаешь, этот продукт, он необходим в любом случае. А об этом мы уже говорили и на марафоне, и во всех прямых эфирах. Риска нет. Ты абсолютно ничего не теряешь, ты можешь только приобрести. Приходите, подключайтесь. Мы всегда будем рады вам. И то, что все, кто здесь присутствует, а здесь присутствуют лидеры компании, партнеры компании, менеджеры компании, которые, ну, в основном все, кто здесь, это минимум 15 лет люди работают, да. Шунина Лидия, Нин Кузьминишна Анучина 20 с лишним лет, да. Кто-то 15, кто-то больше, кто-то меньше. Но мы остаемся верными Вавасану, потому что компания честная, продукт великолепный и никакого риска. Спасибо вам за внимание. Ставьте нам лайки, задавайте нам вопросы, мы обязательно на них ответим. И подписывайтесь на наши новости. Новенькие, приходите. Вы не просто не пожалеете, так же, как и мы, будете рады. До свидания. Всего хорошего. Василий, тут еще важный вопрос. Вот как на ваш бизнес повлияла пандемия? Я его там скину. Совершенно с вами согласна, абсолютно с вами согласна. Правда, мы до пандемии 24 года работали, и в 24 года как раз строили структуру. А вот когда случилась пандемия, у нас было, ну, скажем так, страх, потому что все боялись, что что-то закроется, что у людей не будет денег. И каково же было наше удивление, ну, вернее, как бы вроде как логически правильно, но все равно было страшно, когда все это началось. Наверное, было страшно всем. Но удивление было в том, что люди вернулись, те, которых не было по 3 года, по 5 лет. Где-то что-то кто-то покупал, может быть, подешевле, может быть, просто подзабыли. А вот во время пандемии вспомнили, что есть швейцарский продукт, который очень хорошо помогал, и начали возвращаться. И в итоге у нас по сравнению, допустим, даже с прошлым или позапрошлым годом оборот стал больше, потому что востребован товар. Огромное вам спасибо за этот вопрос, просто огромное спасибо. Вот таким образом влияет пандемия на нас. Есть еще вопросы, Игорь? Вроде основные все.
Спасибо. Вот тут был вопрос, сколько можно заработать, если человек хорошо продает. Вы знаете, даже в первый уже месяц около 80-90 тысяч. Покажу как. И даже если не знать весь продукт, а знать только витамины, которые у нас просто в одной таблетке до 85% витаминов и микроэлементов, которые нужны в день человеку, то есть ежедневная доза. Или артишок, который можно от младенцев до самого почтенного возраста, который получил это печень, желудочный тракт, который очень важен. И это, допустим, каштан, как мы называем каштан для вен, или омеги, которые у нас великолепные, которые хорошо действуют на сердечно-сосудистую систему, это то, что сейчас абсолютно востребовано. Либо композиции для легких, кремы, можжевеловые сиропы и прочее. То есть все абсолютно, что сейчас важно и востребовано, у нас есть. Видимо, поэтому к нам и идут. Приходите. Всего хорошего, оставайтесь здоровы. Спасибо всем участникам, благодарю вас всех.